Всем привет! Как использовать циолит для растений? Какие плюсы и минусы циолита? Что такое циолит? На примере своих растений я наглядно покажу и расскажу, как я использую циолит для комнатных растений. И проведем маленький эксперимент. Проверим, что за циолит продают как комплексное минеральное удобрение. Практически все мои растения растут в циолите. Я использую природный циолит. Он может быть разного размера. Крупный циолит – это фракция 5-10 мм. И средний циолит – это фракция 3-5 мм. Я люблю безземельные грунты, и циолит я использую как субстрат для растений. Ни с чем его не смешиваю, и по внешнему виду растений можем определить, что растениям тоже нравится расти в циолите. Вот, например, драцена растет в крупном циолите. У нее яркие и красивые листики, отлично развивается. Фикус бенджамина тоже растет в циолите крупной фракции на фитильном поливе. Для растений, которым нужен дренаж, то циолит отлично подойдет в качестве дренажа. Но если растению нравится циолит, то зачем его с чем-то смешивать? Я показывала уже об укоренении черенков фикуса и посадила их в мелкий циолит. Вот какие корешки уже наросли. Дополнительно ничем не подкармливала, отлично нарастают и листики, и корешки. Фикусы растут вот в таком циолите. Он продается в магазинах как комплексное минеральное удобрение. По цене на пару копеек дороже, чем обычный земляной субстрат. По внешнему виду, если посмотрим, это камушки, но смущает название удобрения. Сейчас проверим, что это за циолит. Если это действительно природный циолит, то он не растворится в теплой воде. Вода очень мутная, но это действительно камушки. И после промывки будет отличный грунт для растений. Для суккулентов циолит можно использовать как грунт и как декор. Это укорененный черенок бегонии, который я показывала для примера. Уже давно просится посадить его, нарастил вот такие отличные корешки. И по примеру фикусов тоже посадим его в циолит на фитильный полив. Внешний вид растений говорит сам за себя. Вот клеродендрум госпожи Томпсона тоже растет в чистом циолите. А для суккулентов циолит самый оптимальный вариант. И можно сделать вот такую красивую композицию. Минус в применении циолита вижу только один. По весу горшка невозможно определить, насколько просох грунт, потому что циолит – это минерал, камень, и сам по себе он, конечно же, тяжелый. Ориентироваться можно по цвету циолита. Когда он мокрый, то темный, или по внешнему виду растения. Дальше могу говорить только о плюсах циолита. Циолит можно неоднократно использовать, он не слеживается и не комкуется, а корешки растений всегда дышат. Можно забыть о большинстве вредителей комнатных растений, циолит не преет, не закисает и при этом хорошо удерживает влагу. При внесении удобрений тоже есть огромный плюс. Циолит сам является источником микроэлементов и к тому же накапливает в себе все внесенные элементы и отдает их растению постепенно по мере необходимости. Так что при внесении подкормок для растений учитывайте, пожалуйста, тот факт, что циолит содержит магний, натрий, кальций и калий. Как использовать циолит в качестве грунта, дренажа, добавки или декора? Решение, конечно же, принимаете только вы,
Но мне этот минерал очень нравится, и я уже поглядываю на свою коллекцию глоксиний, которые растут в органике. Всем пока, до новых встреч, и пусть растения вас только радуют.